Всем привет! Зрители канала, харьковчане, которые в силу разных сложившихся обстоятельств уехали с города, а также харьковчане, которые находятся в городе, но по разным причинам не имеющие возможности побывать в Харьковском фэнтези-парке, интересуются, в каком он сейчас состоянии, как выглядит и что вообще в нем происходит. И вот сегодня я покажу вам этот парк, и мы вместе с вами его посетим. На начало октября 2023 года фэнтези-парк функционирует. Он открыт. Вход свободный. Ну как функционирует? Просто открыт. В вечернее время иллюминация не включается. Этот фэнтези-парк проработал всего чуть больше 4 месяцев. Открылся он 10 октября 2021 года, а в феврале 2022 закрылся в связи с известными нам всем событиями – с российским вторжением в Украину. Чуть больше года он был закрыт, зарос травой и сорняками, а летом 2023 года парк снова открыли. Вот здесь, на этом месте, ранее были установлены классные такие единороги с мерцающими хвостами. Как видим, сейчас их в фэнтези-парке уже нет. Зеркальные скульптуры, эльфийский лес, мир фантастических созданий, чарующие песни дриод. Так встречал гостей тогда еще только открывшийся фэнтези-парк. Его называют первым в Украине парком-выставкой под открытым небом. Харьковский фэнтези-парк – это абсолютно новая масштабная локация для атмосферного отдыха всей семьей. Торжественное открытие фантастического парка состоялось 10 октября 2021 года. Видео открытия парка есть на канале. Посмотреть его можете по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Но, пожалуйста, только после того, как досмотрите это видео до конца. До этого фэнтези-парк долгое время находился на реконструкции. В прошлом главными фишками парка был фонтан, музыка духового оркестра и игровая площадка для детей. А назывался этот парк до реконструкции «Металлист», а еще раньше «Парк труда». В 1909 году был построен дворец культуры «Металлист». Про него как-нибудь сделаю отдельное видео. Ну а рядом в 1925 году был распланирован сад, позже ставший парком. В 1977 году у входа в парк открыли бюст-памятник советскому партийному деятелю, организатору Голодомора в Украине Павлу Постышеву, а затем демонтирован. Время шло, и к 2018 году от парка «Металлист» осталось только название. Ни карусели, ни площадки игровой, ни фонтана к этому времени тут уже не было. Хотя и без них этот парк был местом утренних пробежек, здесь гуляли мамочки с детьми, с колясками, дети на велосипедах и самокатах. Местные жители просили привести парк в порядок, создавали петиции для этого. Это была единственная зеленая зона этого района, где спокойно можно было погулять и отдохнуть. Тогда в 2018 году и началась реконструкция данного парка, затянувшаяся практически до конца 2021 года. После открытия фэнтези-парка для одних жителей Харькова это место превзошло все ожидания, а для других, особенно местных, повергло в шок. Последние называли этот парк «лампочный ужас»,
из-за обилия иллюминации в вечернее время, странных декораций и унылых зацикленных звуков на протяжении целого дня. А еще парк перекрыт по периметру огромным забором, и людям приходится обходить сотни метров, чтобы пройти к своему дому. Также в парке теперь нет нормальной возможности заниматься физической активностью, как было раньше. После открытия парка жители домов на соседних возле локации улицах жаловались на толпы желающих побывать в парке. Парковки были заняты. На входе, где работал один турникет для пропуска, стояли огромные очереди. Посетители самого парка отмечали, что на территории слишком громко играет музыка. Оборудованных мест для парковки машин не хватает, а яркие лампочки на иллюминациях слепят глаза. В общем, многие харьковчане посчитали этот парк самым бездарным проектом в Харькове, в который вложили сотни миллионов. Но не все харьковчане так считали. Для многих также эта локация стала одной из самых популярных в городе благодаря световым иллюминациям. Яркие локации с мифическими героями, освещенными полянами, сказочными фигурами под звездным небом. При этом при реконструкции сквера специалисты старались сохранить существующий ландшафт территории, был восстановлен фонтан. Сегодня, к сожалению, фонтан в парке не работает. Но зато теперь тут тихо, как раньше. Замечательный небольшой парк для прогулки и отдыха. На территории достаточно инсталляций, хотя некоторые установленные тут ранее убраны. В парке много скамеек с урнами.
Приятное такое место, чтобы прогуляться и отдохнуть. Есть туалет, бесплатный, чистый и современный. На территорию уже разрешен вход с собаками. Знаете, мое мнение, визуально парк не тот. За парком ухаживают, убирают здесь, следят за газонами, есть охрана. Но нет той помпезности и какой-то изюминки. Но оно и понятно, что время сейчас такое не до помпезности. Вы сами все видите. Фэнтези-парк обошелся Харькову в приличную сумму. По сообщению Харьковского антикоррупционного центра, общая стоимость работ над обустройством парка превышает 140 миллионов гривен. В общем, если вы захотите побывать в этом парке, то билеты сюда покупать не нужно. Вход абсолютно свободный. Точек быстрого питания, всяких фастфудов и киосков с напитками здесь нет. Поэтому все необходимое следует брать с собой. Особенно при посещении парка с детьми.
Вот такой он фэнтези-парк сегодня в октябре 2023 года. Благодарю всех зрителей канала Алекс Моторный за внимание. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!